Доброго времени суток всем! Я приветствую вас на своем канале Энергия Таро. Сегодня темой нашего Таро расклада будут дети. Представьте, каждый день в России и по всему миру исчезают дети. Младенцы умирают в роддомах, девочки пропадают по дороге домой, мальчики становятся жертвами педофилов. Официальная версия всегда несчастный случай, маньяк убийца или виноваты родители ребенка. Но что если за всем этим стоит одна и та же система? Система, которой нужны именно дети. Их страх, их энергия, их жизни. Сегодня мы проведем самое жесткое Таро-расследование за всю историю нашего канала. Мы не просто рассмотрим карты, мы определим тех, кто управляет этим ужасом. Элита, оккультные жертвоприношения и педофилия. А главное, рассмотрим, как они прикрываются нашими же правоохранительными органами и поисковыми группами. Если вы готовы узнать правду, которая перевернет ваше сознание, оставайтесь до конца. Потому что после этого видео вы уже никогда не сможете смотреть новости о пропавших детях по-старому. Не забудьте поставить лайк этому видео, чтобы как можно больше людей увидело этот ролик и узнало о корне этой масштабной проблемы. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом более 13 лет, детский психотерапевт. Помогаю вам в разрешении важных вопросов в вашей жизни с помощью карт Таро. Заказать у меня личный расклад или обряд вы можете, написав мне в личку, которая указана под любым видео на канале. Карты Таро на сегодняшний день – это тот инструмент, который помогает решить сложные и запутанные ситуации и выйти из них без потерь для вас. Если вы хотите сами помогать себе и близким и получать достойную оплату за свои услуги, будучи профессиональным тарологом, то у меня есть для вас доступная и удобная система обучения. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. За последние 3 месяца произошло столько страшных историй с детьми, что это не может быть просто совпадением. В своем прогнозе на 2026 год я говорила о том, что будет пропадать много детей. И трагические случаи в основном будут связаны с ними. Сегодня мы взяли 3 самые громкие истории, которые произошли в начале 2026 года, чтобы разобраться, что действительно стоит за этими преступлениями и как уберечь от подобного своих детей. Первая история. Январь, Новокузнецк. В одном роддоме погибает 10 младенцев. Вердикт – вирусная инфекция. Но даты, дни и количество детей – все указывает на возможное ритуальное убийство. Мы узнаем, кому именно понадобилась детская энергия и для исполнения каких глобальных планов. Вторая история. Февраль 2026 года, Ленинградская область. Петр Жилкин убивает 9-летнего Пашу Тифитуллина. Все выглядит как дело рук одного больного человека. Но мы расскажем, почему таких одиночек становится все больше и для чего системе нужен информационный шум вокруг маньяков-педофилов. Третья история. Смоленск. Дело 9-летней Саши Фоменковой. Девочку похитили, но она чудом выжила. Ее нашли. В этой истории мы поговорим о заказчиках подобных преступлений. О том, что тысячи детей похищают на заказ для системы, но системе нужен страх. Она питается детским страхом, и лишь некоторым детям удается вернуться назад. Саша оказалась сильнее системы. В конце расклада мы поговорим о нашумевшей теории заговора против детской сексуальной неприкосновенности – Пиццагейт. Разберемся, является ли она правдой и как она связана с сетью наших пиццерий Додо.
Узнаем, как нам защитить наших детей и почему не всем, кто ищет пропавших людей, можно доверять. С нами сегодня карты Таро Светлого Провидца. Здравствуйте, карты. И наша первая история – это смерть младенцев в городе Новокузнецк. В начале января 2026 года в родильном доме номер 1 города Новокузнецка в первые 11 дней Нового года погибло 9 новорожденных детей. 22 января умер 10-й ребенок. Обратите внимание на цифры, которые я сейчас назвала. О них мы еще чуть позже поговорим. Начало расследования данного дела началось 13 января. Региональный СК начал проверку по делу о халатном обращении с детьми. Чуть позже выяснилось, что начиная с 2024 года на данный роддом уже неоднократно поступали жалобы, начиная от полнейшей антисанитарии до сломанных конечностей младенцев. Сами роженицы рассказывали о хамстве со стороны персонала, многочисленных случаях смерти, которые никак не расследовали, и на халатность. В настоящее время расследование по делу о 10 младенцах продолжается. Официальная версия – это вирус, который вызвал пневмонию. Давайте разбираться. И первый вопрос будет звучать таким образом. Является ли правдивой официальная версия о гибели 10 младенцев в роддоме номер 1 города Новокузнецка о том, что это действительно был некий вирус, убивший детей? Двойка жезлов. Двойка жезлов – это неопределившийся человек. Карта, которая не может сказать точного «да» или точного «нет». Двойка жезлов говорит о том, что человек сидит на месте и никак не реагирует на то, какие блага ему преподносит этот мир. Он сидит и думает, нужно ему это или нет. Двойка жезлов – карта неопределенности. Есть цель, но я вижу какие-то препятствия перед собой и не могу двигаться дальше. Двойка жезлов – это нейтральный аркан. Давайте вытянем еще одну карту. Является ли правдивой официальная версия о гибели 10 детей в роддоме номер 1 города Новокузнецка, что это был некий вирус, убивший детей? Вышла карта Паж мечей. Обратите внимание, что когда мы с вами вытягиваем карты двора на вопрос, убил ли кто-то человека, совершено ли преступление или это был несчастный случай, правдива ли какая-то определенная версия, и мы вытягиваем карту двора, карта двора нам говорит о человеке или о людях, которые все это провернули. То есть это не вирус или вирус, специально созданный людьми. Понимаете, да, о чем я говорю? И двойка жезлов вместе с пажом мечей нам рассказывает о том, что «а могу ли я это рассказать? У меня есть это в голове, у меня есть эта мысль в голове, я что-то знаю, но не могу это рассказать». То есть из персонала больницы кто-то что-то знает, но молчит. Понимаете, да, что в этом замешаны люди, не вирус. Паж мечей в первую очередь это человек. Человек думающий, человек осознающий, и какой-то человек, в частности здесь девушка, скорее всего, да, или женщина какая-то, что-то знает, но молчит. То есть это не вирус. Что у нас на дне колоды? На дне колоды у нас туз чаш. Я ношу это в сердце. То есть какой-то человек что-то знает о том, что действительно на самом деле произошло с детьми, но молчит. Но, друзья мои, здесь у меня не вышла болезнь. Здесь у меня вышли люди, которые причастны к этому. Я не зря просила вас обратить внимание на цифры. Мы все с вами живем в цифре. Матрица от слова «мать». Это то место, где мы с вами находимся сейчас. И все в матрице управляется системой и цифровыми кодами. 9 новорожденных произошло в первые 11 дней Нового года. 9.11 – это спасательная служба в Америке, код света, который темные или мировая элита переиначили, отзеркалили и получили вместо кода света код катастроф. Когда к тому или иному преступлению приурочена система, она всегда оставляет свой почерк, коды для обычных людей. 10-й младенец погибает 22 января. 22-й аркан в Кабале – это шут. Он является нулевым арканом в картах Таро и обозначает новорожденного человека. 10-й ребенок, 0 не считывается в системе цифровой гематрии, и мы получаем единицу. Человек родился, пришел новый дух. Единица – это первый стаж-аркан маг. Убивая 10 детей в определенные даты Нового года, они впускают на эту землю нечто новое, неопознанное. Магия или маг – совершенный ритуал, где жертвами должны были стать дети или новорожденные дети. Теперь немного о городе. Новокузнецк – новый кузнец или новый бог, новая кузница. В Новый год необходимо собрать нужное количество детских душ, новорожденных, чтобы совершить некий ритуал жертвоприношения. Новый год, новый кузнец, новый бог. Новорожденные в количестве 10 детей, где 10-й старший аркан колесо фортуны обозначает перезагрузку матрицы или новый мир, или систему по-другому. Теперь вопрос. Является ли гибель 10 детей в январе этого года в роддоме города Новокузнецка оккультным жертвоприношением? Абсолютно точно да. Старший аркан Иерофант, который отвечает нам на вопрос однозначно да. Иерофант – дорога в небо, то есть человек погибший. Иерофант – это проучить кого-то,
для нового опыта или для того, чтобы что-то открылось, чтобы открылся какой-то портал. Жертвоприношение деток, младенцев необходимо для того, чтобы что-то открылось наверху. Какой-то портал открылся. Иерофант как раз-таки указывает о дороге в небо, о том, что кто-то погиб, а кто-то сюда, в этот мир, пришел. Плюс ко всему, иерофант, если мы будем смотреть на классической колоде Таро Райдер-Уэйта, там иерофант и под ним два ключика. Если вы обратите внимание, если когда-то кто-то занимался картами Таро, или если сейчас занимаетесь, то вы прекрасно понимаете, что иерофант стоит между двух столбов, точно так же, как и Верховная Жрица, между столбами Яхин и Буаз. А посередине у него открыт другой мир. То есть портал к мертвым. Он что-то знает, у него есть ключи от портала к мертвым. То есть здесь иерофант как раз-таки говорит о тех умерших, которые как раз-таки после их смерти произошел ритуал, который не спаслали сюда что-то другое. То есть младенцы погибли, а сюда пришло что-то иное. Понимаете, да, о чем речь? Ритуал был создан специально для этого. Следующий вопрос. Какова цель этого ритуала? Какова цель жертвоприношения 10 младенцев в роддоме номер 1 города Новокузнецка? Сразу у нас выходит маг, мы видим, это действительно какой-то ритуал был, первый старший аркан маг. Какой-то мужчина, король жезлов. Есть какой-то мужчина, есть какой-то правитель, есть какой-то король. Пятерка мечей – это проигравший король, а шестерка жезлов, наоборот, выигравший король. Тот, кто у всех на обозрение сейчас, тот, кого мы все с вами видим. Для того, чтобы пришло что-то новое, для того, чтобы пришел новый бог, для того, чтобы пришел новый президент или новый правитель, или полностью обнулилась и поменялась система. А здесь система у нас начинается с президента, потому что все верят, что президент – это действительно тот самый человек, который управляет какой-то одной страной. Для того, чтобы сменилась власть, король жезлов – это власть, для того, чтобы власть проиграла старая, и новое что-то пришло на эту землю, необходимо принести жертву. Но жертву не в количестве одного ребенка, а жертву в большом количестве. То есть здесь смена власти, в первую очередь. Король жезлов, еще раз повторюсь, это власть, это какой-то человек или несколько человек, президенты, которые у всех на виду, шестерка жезлов, которые должны проиграть и уйти во свояси. И для этого совершается некий магический ритуал. Добились ли они этим ритуалом жертвоприношения 10 младенцев того, чего хотели? Не совсем. Двойка пентаклей и восьмерка мечей. Вот из-за того, что не совсем у них получилось, сейчас они как раз-таки добирают. Я думаю, что вы все слышали, что каждый день в России, и не только в России, но и по всему миру погибают, исчезают дети. Двойка пентаклей – это лавировать над ситуацией. Это сделать так, как мне нужно, но для этого я должен принести какую-то жертву, или для этого должно пройти какое-то определенное время, потому что двойка пентаклей – это торможение или стояние на месте. Восьмерка мечей – это отрицательный аркан, запутаться или невозможность выбраться из этой ситуации. То есть то, что они сделали, не совсем точно помогло им сделать то, что они хотели. То есть прийти к своей цели. Поэтому сейчас они добирают. А что именно помешало им? Что им помешало совершить этот ритуал так, как нужно? Детская энергия. Детская энергия что? Детской энергии было недостаточно, то есть нужно было еще больше детей. То, что они как раз сейчас делают, то, что они как раз добирают. Солнце – это детская чистая энергия. Солнце дает энергию человеку, обратите внимание здесь. То есть это ребенок. Ребенка не хватило или не хватило тех детей, которых они принесли в жертву. Двойка мечей. Двойка мечей запутаться, не видеть выхода. Я не вижу, когда закончится эта ситуация, или я не вижу, как разрешится эта ситуация. То есть я чего-то не вижу. Они чего-то не поняли или что-то сделали не так. И поэтому, соответственно, этой детской энергии им не хватило. И они сейчас пытаются ее добрать. Потому что, еще раз повторюсь, ежедневно, начиная с начала 2026 года, погибают дети. Данный ритуал единовременно происходил только в России или где-то в мире происходило нечто подобное, о чем мы не слышали? Умеренность здесь в данном случае показывает нам не живого человека. Умеренность говорит о времени смерти, то есть определенное время. Мы сейчас как раз задаем вопрос про время. Умеренность. Десятка жезлов. Где-то в это время точно так же было тяжело кому-то. Десятка – переход к чему-то новому. После десятки начинаются карты двора. Карта двора у нас выпала. Королева пентаклей. Королева пентаклей держит пентакль. Пентакль – это не только деньги, но еще и наш ресурс. Пентаграмма обозначает воду, стихию воды, земли, воздуха и, соответственно, стихию огня. И еще пятый – это наш эфир, наш дух, то есть пятый элемент. Есть такой фильм «Пятый элемент». Вот как раз-таки пентаграмма это обозначает. Спрашиваю, где-то еще данный ритуал проводился единовременно? Да, проводился. Вышла умеренность. Кто-то умирал в это время и проводился данный ритуал.
пентаграмма. Десятка жезлов кому-то точно так же было тяжело. И кто-то переходил во что-то новое. Из десятки жезлов переход во что-то новое вместе с умеренностью – это смерть. Смерть детей по всему миру, не только в России. Первая история о погибших детях показала нам, что иногда системе необходима массовая гибель детей для того, чтобы выполнить тот или иной ритуал, так как детская энергия максимально мощная, она нужна для них как заряженная батарейка для исполнения задуманных ими планов. Мы видели это в трагедии 2018 года в Кемерово, когда загорелся торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». У меня, кстати, есть расклад на канале. Мы видели это в Беслане 1 сентября 2004 года, и мы видим это прямо сейчас. Вторая история, о которой я хочу поговорить сегодня, произошла в конце января, начале февраля 2026 года в Санкт-Петербурге. 31 января волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» получили заявку о пропаже 9-летнего мальчика Паши Тифитуллина, который вышел из подъезда своего дома накануне в 2 часа дня, но так и не вернулся. Пашу искали несколько дней, пока по камерам видеонаблюдения не было обнаружено, что он сел в белую «Тойоту» к неизвестному мужчине. Сел он у гипермаркета, где часто подрабатывал, мыл фары и стекла автомобилей. Установили владельца машины, им оказался 39-летний Петр Жилкин, который признался в убийстве Паши. 3 февраля тело Паши извлекли из замерзшего водоема в Ленинградской области, где его оставил Петр Жилкин. Итак, в убийстве Паши обвинили Петра Жилкина. Он действительно является настоящим убийцей Паши? Давайте выясним. Действительно ли Петр Жилкин является настоящим убийцей Паши Тифитуллина? Так ли это? Абсолютно точно, да. 5-й старший аркан Иерофант у нас уже выходил. И выходил Иерофант как раз-таки на то, что я что-то знаю и молчу, я знаю какую-то тайну. Ну, он уже раскололся. Вы знаете, я думаю, что об этой истории. И Иерофант нам как раз-таки говорит о том, что кто-то уходит в небо. То есть человек умирает. Карта Иерофант – это одухотворенный человек, либо человек, который уходит в небо. На небо. Это Паша Тифитуллин как раз-таки. То есть в убийстве Паши обвинили Петра Жилкина. Виновен ли он? Ответ – да, виновен. Теперь давайте поговорим о мотиве убийства Пашей Петром Жилкиным. За что он его убил? За что Жилкин убил Пашу Тифитуллина? Эмоции какие-то. Королева чаш на эмоциях. На эмоциях убил или какие-то эмоции вызвал у человека. Здесь не совсем про женщину речь, друзья мои. Мотив убийства Павла Петром Жилкиным. Королева чаш и король чаш. Кстати говоря, здесь может быть семейная пара. Король чаш, королева чаш. То есть виновата в этом семейная пара. Может быть, косвенно, не напрямую, но в какой-то степени виновата. То есть нам карты здесь говорят уже о том, что какая-то семейная пара еще замешана. Мотив убийства Павла Петром Жилкиным. За что он его убил? 8 пентаклей. 8 пентаклей слишком много говорит. Или хочет действовать в мою сторону по отношению ко мне. Или что-то мне говорит такое, из-за чего я начинаю много думать. То есть предпринимаю какие-то действия. Какая-то задача передо мной стоит. То есть он мне что-то говорит такое, из-за чего я эмоционирую. Я сейчас говорю вам, из-за чего Петр Жилкин убил Пашу Тифитуллина. Из-за чего вообще это произошло? Карта силы, применение физической силы. Здесь человек превращается в зверя. В зверя эмоции. Из-за чего эмоции? Из-за того, что он мне что-то говорит и хочет это делать. 8 пентаклей. 8 пентаклей – это какие-то действия. Он хочет действовать против меня. Из-за того, что он хочет действовать против меня, соответственно, я его убиваю. В СМИ говорилось о том, что мальчик, узнав о пристрастии Жилкина к детям, мог шантажировать Петра Жилкина и требовать у него денег. Была указана сумма в размере 500 тысяч рублей, что якобы Паша Тифитуллин требовал у Петра Жилкина денег. К слову, в компьютере Жилкина действительно было обнаружено большое количество запрещенного контента с детьми. Паша действительно шантажировал Петра Жилкина. Потому что здесь у нас указывается действительно на какие-то действия, что мальчик решил действовать против Петра. И поэтому он его на эмоциях убивает. Паша Тифитуллин действительно шантажировал Петра Жилкина. Да, но он не один так решил. Вот 3 чаш, здесь замешаны еще двое. Я же говорю, выходила королева чаш и король чаш. Вполне возможно, что родители Паши замешаны в этом. В том плане, что они его на это настропалили. 3 чаш – это с кем-то договориться, с кем-то поговорить, и, соответственно, это положительный аркан. Надеяться на что-то. Здесь девушки смотрят на звезды. Звезды – это у нас надежда на что-то. Надеяться на что? На деньги. На то, что он получит за это деньги. Учитывая, что сам Павел Тифитуллин рос в неблагополучной семье, родители его не работали, соответственно, ни мама, ни папа, он вынужден был мыть фары возле гипермаркета. Очевидно, что семья, скорее всего, нуждалась в деньгах. Вот здесь прямой вопрос. Идея шантажировать Петра Жилкина была идеей самого Паши? Или кто-то из родителей этому поспособствовал?
То есть мог его склонить. Мужчина, да? То есть Паше идея понравилась. Туз чаш, ну что, ребенок. Ребенок надеется, нуждается, может быть, в чем-то, может быть, в одежде нуждается. Постоянно работает целый день, представьте. Маленький ребенок, 9-летний, стоит у гипермаркета, моет фары. Конечно, хочется денег маленькому ребенку, тем более, если он растет в неблагополучной семье. Туз чаш – это надежда на что-то. Исполнится мое желание. Это исполнение каких-то желаний. Может быть, новую курточку хочет мальчик, да, может быть, новый велосипед. Конечно, загораются у него глаза. Но сам инициатором этой идеи является рыцарь Пентаклей. Это мужчина, это отец Паши. Это отец Паши из семьи. Спрашиваю, отец Паши, 10 пентаклей, выходит семья. Понимаете, да, это тот человек, который его на это настроил, склонил его к шантажу. То есть, да, шантаж действительно был, да, действительно, Петр Жилкин убил мальчика из-за шантажа. Мальчик, да, действительно тоже хотел попробовать, потому что вполне возможно исполнится какие-то его желания, но тем не менее склонил его к этому его отец. Пожалуйста. Какой срок за убийство Паши Тифитуллина получит Петр Жилкин? Какой срок за убийство Паши Тифитуллина получит Петр Жилкин? Какой срок получит Петр Жилкин за убийство Паши Тифитуллина? Строгое наказание. Друзья, если вам интересен данный расклад, прямо сейчас поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал и напишите свой комментарий под видео. Это помогает YouTube продвигать мои видео, чтобы его увидело как можно больше людей. Для вас это всего один клик, а для меня огромная поддержка. Спасибо вам. И так как я говорила, здесь действительно строгое решение, серьезное решение. Пятерка мечей, король мечей и 8 пентаклей. 8 пентаклей срок от 8 лет минимум. 8 лет минимум. Хотят его посадить на пожизненное Петра Жилкина. Давайте посмотрим, посадит ли. Получит ли он пожизненное заключение за смерть Паши Тифитуллина. Такая идея есть, но это пока только идея. 4 пентаклей. Вот здесь почему-то мне пожизненное не выходит от 8. 8 пентаклей от 8 лет. Давайте смотреть дальше. Посмотрите внимательно прямо сейчас на лицо Петра Жилкина. На сегодняшний день это преступник, хладнокровный убийца, и никто не оспаривает этот факт. Но давайте узнаем, всегда ли он был таким. Петр Жилкин с самого ли рождения был психопатом, возможно, затем уже хладнокровным убийцей. С самого ли рождения Петр Жилкин был таким? Не совсем 2 пентаклей. Но 2 пентаклей – это еще нестабильное состояние психики. Действительно, с самого рождения нестабильное состояние психики. Что поспособствовало тому, что Жилкин стал педофилом и убийцей? Что поспособствовало тому, что Жилкин, постепенно это росло. Это постепенно, это не сразу он убил, не сразу он стал интересоваться детской порнографией. 7 пентаклей – это постепенно выросли плоды моего труда. Вот здесь 7 пентаклей, и человек посадил дерево и ждет, пока плоды вырастут. Вот постепенно, потихоньку, понемножку, там, может быть, с 7-летнего возраста, 7 пентаклей уже были какие-то первые звоночки того, что у него есть какие-то психологические расстройства, вполне возможно, просто родители не обращали на это внимания. А есть ли влияние системы на то, что Петр Жилкин стал преступником? Объясню. В нашем развращенном мире с доступной информацией, которая со скоростью света распространяется в интернете, неокрепшим умам и людям с нестабильной психикой, вроде Жилкина, специально подсаживают мысли, которые порождают в их воспаленном мозгу больные фантазии. Например, какая-то детская порнография, так или иначе. Вот поспособствовала ли каким-то образом система к тому, что психологически больного человека вывела вот на такой неровный путь, что он стал убийцей и педофилом? Поспособствовала ли система? Человек – жертва системы. Здесь показано. Жертва, карта повешенной, страшный суд. Жертва, чья-то жертва. Страшный суд – это человек, который умирает, уходит душа на небо. Жертва системы. Повешенный страшный суд. А здесь показывают самого Жилкина, рыцаря мечей. Причем рыцарь мечей еще показывает, что Жилкин, я сейчас ни в коем случае его не оправдываю, друзья мои, просто послушайте его историю, что Жилкин пытался от этого сбежать. Пытался сбежать не от наказания, когда он убил Павла Тифитуллина, это тоже естественно. Он пытался сбежать от этого ментально, от того, что творится в его воспаленном мозгу. Рыцарь мечей. Естественно, он совершил уже то, что он совершил, но тем не менее не только он виновен в этом, но еще и система, которая подсаживает разнообразные материалы характера, которые в свободном доступе есть вот для вот этих людей. Есть всевозможные сайты, где они знакомятся с детьми. Это не запрещают, это в свободном доступе есть для таких людей, как Жилкин. И последний вопрос здесь. Специально ли система формирует интерес общества к постоянному обсуждению подобных тем о маньяках, педофилах, намеренно отвлекая людей от тех фигур, кто создает преступников, прикрываясь ими, этими же преступниками? Специально ли система формирует интерес общества к постоянному обсуждению подобных тем о маньяках, педофилах, намеренно отвлекая людей от тех фигур, кто создает этих самых преступников? Специально ли? Абсолютно точно. Идею такую закладывает. И есть идея, но по 6 мечей они уходят от ответственности. То есть система по 6 мечей уходит от ответственности. Паж жезлов формирует идею,
для людей, для всей Земли, карта императрицы, для людей, которые живут на Земле, что есть такие маньяки, что система ни в коем случае не причастна к убийствам детей. Пусть думают, что это делают соответствующие люди. Вот такие вот преступники, которых мы сажаем потом в тюрьму. То есть это подсаживается специально. Это идея, это мысль. Паж жезлов – это мысль, это какая-то идея. – 24 февраля 2026 года, Смоленск. 9-летняя Саша Фоменкова вышла во двор своего дома выгулять собаку, но домой так и не вернулась. Спустя время ее мама выглянула в окно, но увидела только собаку. Саши нигде не было. С этого момента началась масштабная поисковая операция во главе с поисково-спасательной службой «Сальвар», которая длилась 3 суток. Забегая вперед, Сашу нашли. Слава богу, нашли живой. Девочка находилась в доме некого Сергея Грищенкова, который проживал там со своей сожительницей. Грищенков неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Но что же побудило его похитить ребенка? В чем был его истинный мотив и интерес? И как это связано с системным похищением детей? Давайте узнаем. По официальным источникам, Сергей Грищенков выслеживал Сашу Фоменкову полгода возле ее дома и возле ее школы. Это действительно так, он действительно полгода выслеживал Сашу. Карта император, да, действительно так. Император кто-то сверху приказал. Император — это не Сергей Грищенков, император — это кто-то, кто приказывает, но сам никогда не действует и не делает. То есть был определенный заказчик, но мы сейчас с этим разберемся. Саша каким-то образом контактировала с Сергеем до своего похищения. То есть, может быть, они как-то общались, может быть, как-то встречались взглядами, может быть, неоднократно видела его возле своего дома или возле своей школы. Каким-то образом Саша контактировала с Грищенковым. Да, 9 чаш, причем неоднократно контактировала. Вполне возможно, что даже он мог ей что-то дарить или мог что-то говорить. Причем девочка его не боялась. Саша Фоменкова ушла за Сергеем Грищенковым добровольно в тот день, когда пропала, 24 февраля 2026 года. Саша Фоменкова ушла с Сергеем Грищенковым добровольно. Карта Луна, он ее обманул. То есть, в принципе, она ушла добровольно, по своей воле, но он ее обманул, и она быстро поняла, к чему все ведет. То есть здесь девочка уже не то чтобы испугалась, она запуталась. Вроде бы дядя хороший, а вроде бы он мне наврал сейчас. Потому что карта Луна — это похищение, карта Луна — это похитить, карта Луна — это загипнотизировать или как-то заговорить человека. В чем был интерес самого Сергея Грищенкова в похищении Саши Фоменковой? Вообще, для чего он ее похитил? Для чего Сергей Грищенков похитил Сашу Фоменкову? Какой-то мужчина есть, да, я же говорю, помимо него, помимо Сергея Грищенкова, есть какой-то император, есть еще какой-то мужчина, король жезлов. 5 жезлов – подстроить обстоятельства так, как необходимо. Императрица, она мне принесет какой-то куш, какие-то плоды. Здесь в данном случае императрица – это беременная женщина, но мы императрицу еще считываем как какие-то материальные блага, то есть это деньги. Императрица у нас всегда говорит о достатке. Мне нужны деньги, мне нужны какие-то блага, потому что я ее могу кому-то, король жезлов, кому-то передать. 6 чаш, я давно договорился. 6 чаш — это воспоминания. Или 6 чаш с 5 жезлов вместе. Здесь 5 жезлов не обозначает споры и пересуды. Не путайте с классической колодой Таро Райдер-Уэйта. Здесь 5 жезлов какие-то пересуды, о чем-то спорят или о чем-то договариваются. И договорились давно с каким-то мужчиной, потому что она мне принесет какие-то блага. Я так понимаю, что есть заказчик. То есть Сергей Грищенков похищает девочку и передает ее кому-то. Кто является заказчиком Саши Фоменковой? Кто являлся заказчиком Саши Фоменковой? 3 человека, как минимум, и есть одна девушка. Как минимум 3 человека. Но там есть и мужская энергия, почему-то мужчину мне сейчас не показывают, там показали императора. Вот есть какой-то король жезлов, есть какой-то император и есть какая-то королева чаш. Это для них какой-то шанс. Ребенок для них какой-то большой куш, какой-то шанс. 3 чаш, надежда на что-то. 3 чаш, 3 человека, как минимум 3 человека. По крайней мере, 3 главных человека. Это заказчики. И такой вопрос, вот эти заказчики, которые заказали Сашу Фоменкову, являются ли они адептами системы? Система сразу выходит. Королева мечей, хотела вытянуть еще одну карту, не поняла сначала. Королева мечей, мечи — это и есть система. Система, правоохранительные органы, какие-то службы. Королева мечей, мечи. Те, кто разбираются, разбирательства какие-то определенные, те, кто связаны с военными службами какими-то, правоохранительными органами. Много-много чего еще здесь можно приплести к мечам. Мечи — это какая-то служба, серьезные люди, организованная группа, возможно, организованное преступление. Королева мечей, да, определенно связаны с системой. Но я думаю, что это не окончательные заказчики, они еще кому-то передают ребенка, потом впоследствии. Саша осталась жива в итоге, да, друзья? Слава богу, Саша осталась жива. Почему Сашу оставили в живых? Не передали заказчику. Не успели? Нет, успеть можно было.
Если захотели бы, успели. Или есть какая-то другая причина, почему Сашу Фоменкову оставили в живых? Есть какая-то другая причина. Паж жезлов. Это не их цель. Паж жезлов, я вам уже говорила, что это человек, у которого есть цель. Саша Фоменкова – это не их цель. Или цель выбрана неправильно. Цель не оправдывает средства. Шестерка пентаклей. Цель выбрана неправильно. В своем телеграм-канале я делала расклад на Сашу и объясняла, почему ее оставили в живых. Люди, заказывающие похищение детей для ритуалов, специально выбирают в жертвы наиболее уязвимого ребенка по духу, который будет сильно бояться. Чем больше страха, тем больше насыщения адреналином шишковидной железы, в которой вырабатывается адренохром. Адренохром является мощнейшим наркотиком для элит, способным поддерживать их молодость и жизнь. Именно его используют мировые звезды и наши звезды. Дело в том, что Саша была выбрана случайно, неправильно, то есть ошибочно. Такое тоже случается. У Саши, вероятнее всего, есть своя хорошая защита, которая помогает ей не стрессовать в подобных ситуациях и не бояться, из-за чего они решили отказаться от нее. Самое знаменитое произведение на тему подобных ритуалов и адренохрома – это «Доктор Сон» Стивена Кинга. Советую посмотреть или прочитать. Тогда такой вопрос. Операция по вызволению Саши Фоменковой, она была заранее спланирована? То есть тот человек, кто нашел Сашу, знал, где ее искать заранее, ему сказали об этом? Потому что сказали, что как-то случайно Сашу нашли. Я в это, конечно, не верю. Если все было подстроено, то наверняка нашли не случайно. Операция по вызволению Саши Фоменковой была заранее спланирована. То есть тот, кто ее нашел, знал, где Сашу Фоменкову искать заранее. То, что она у Сергея Грищенкова. Знал человек. Человек знал и ждал. Вот двойка жезлов – это карта, когда человек чего-то ждет. Он знает то, что там где-то будет хорошо, но он не может выйти из зоны собственного комфорта. Человек знает, но ждет определенного приказа. То есть я правильно понимаю, что тот, кто нашел Сашу, знал заранее, где ее искать. Это был молодой человек, мужчина. Знал ли он заранее, где ее искать? Абсолютно точно. Туз мечей. Вообще тузы практически во всех колодах Таро отвечают «да» на вопрос. Но здесь еще нужно расшифровывать каждую карту, друзья мои. Мы не можем отвечать просто «да», «нет». Иначе это не глубинный расклад получается. Туз мечей – знать что-то, получить какую-то информацию. Мечи от органов, возможно, вполне. Потому что мечи – это правоохранительные органы, либо какая-то система просто. Паж чаш, какой-то мужчина нашел Сашу и ждал, пока ему об этом скажут. Помимо того, что элиты заинтересованы в детях для своих красивых ритуалов, они также насилуют детей и являются педофилами. Так, в октябре-ноябре 2016 года появилась теория под названием «Пиццагейт». Смысл теории в том, что элиты организовывают трафик детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей, а помогает им в этом пиццерия «Комет Пинг-Понг», которая находится в Америке. По слухам, в подвале этой пиццерии держали похищенных детей и отправляли напрямую заказчикам – Демократической партии во главе с Хиллари Клинтон. Архив переписки, где элиты называют детей кодовыми словами, такими как пицца, сливочный сыр и хот-дог, вскрыли, и началась волна травли Клинтон. Впрочем, все достаточно быстро утихло, так как обвиняемые имеют очень хорошие связи, и им выгодно замять это дело. Теорию объявили просто теорией, но послевкусие неприятное осталось. Так давайте все же узнаем. Теория Пиццагейт – это всего лишь теория или же это целая индустрия по насилию над детьми? Убегать от ответственности, рыцарь мечей. Убегать от ответственности. Это всего лишь теория или целая индустрия по насилию над детьми? Это целая индустрия по насилию над детьми. Для того, чтобы обогатиться или для того, чтобы получать какой-то ресурс. Убегать от ответственности. Люди или не люди, которые это делают, уходят от ответственности, рыцарь мечей. Потому что карта двора, здесь сразу замешаны люди. Помните, да, я вам говорила, когда выходит карта двора, значит, это не просто теория. Значит, люди действительно здесь замешаны. Десятка пентаклей. Дети, счастливые дети в счастливых семьях. Им больше всего нравится, когда они похищают счастливых детей. И счастливых семей, тогда гаваха вырабатывается больше. Гаваха – это энергия страдания, напоминаю. Когда счастлива семья, счастлив ребенок, выделяется больше гаваха. У родителей, у детей, соответственно. Девятка чаш – обогащение вот этих нелюдей, которые похищают детей. Девятка чаш – это не только обогащение материальное, но и моральное. Соответственно, они энергию получают от деток. Что у нас на дне колоды? Башня. Башня – это разгром. Это какая-то потеря детей в семье, в счастливой семье. Является ли Пиццагейт просто теорией? Это не просто теория, это действительно трафик детей, которые до сих пор поставляют, поэтому это дело так быстро замяли. И, соответственно, спокойно сейчас этим же занимаются.
Интересное совпадение, совпадение ли? Знаменитая компьютерная игра Five Nights at Freddy или «Пять ночей с Фредди» тоже рассказывает о пиццерии, где убивали детей бездушные роботы, аниматроники, проще всего боты или нелюди. А черепашки-ниндзя, рептилии, к слову, очень любили лакомиться пиццей. Стоит задуматься. В феврале 2026 года на просторах интернета появилась новость о том, что пиццерию Додо отменяют. Все из-за того, что в одной из торговых точек Додо в Челябинске пришел новый менеджер, который запретил персоналу Додо укрывать фирменным пледом бездомную дворняжку Додо Боню, которая была любимицей персонала. Ее подкармливали и спасали от холода. Несмотря на запреты начальства, курьер Додо укрыл Додо Боню их фирменным пледом, за что был тут же уволен вышеупомянутой руководительницей. Толпа вознегодовала. Просочившись в СМИ, новость стала распространяться с завидной скоростью. И вот уже менеджера уволили, курьера взяли обратно на работу, а Додо Боню разместили в хороший и теплый приют. Чем не хэппи-энд? Однако не все в этой истории так просто. Что же в ней не так? И почему ее можно связать с американской теорией Пиццагейт? Сеть пиццерий Додо имеет завидную популярность не только в России, но и во всем мире. Где вы видели владельца крупной сети в России, у которого бы не забрали бизнес и позволяли плодить и размножать в огромных объемах свою сеть, если, конечно, человек не является адептом системы? Немного для справки. Додо – это вымирающий вид птицы, истребленный человеком. Появляется эта милая птичка в рассказе Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», где главной героиней является ребенок, следующий в нору за белым кроликом. Белый кролик – отсылка к смерти. Это перевернутая формула всем нам уже известного адренохрома. Пицца – кодовое название детей. Если мы переведем полностью Додо-пиццу, то это вымирающий вид, истребляемый человеком, дети. Теперь вопрос. Используется ли сеть Додо-пиццы в организации трафика детей для элит? Сейчас я объясню, почему я задаю этот вопрос. Используется ли сеть Додо-пиццы в организации трафика детей для элит? Абсолютно точно да. Страшный суд. Человек умирает, человек отдает свою душу. Страшный суд – это аркан очень серьезный. Один из самых, наверное, кармических арканов, который выпадает нам в колоде Таро. И если выпадает он, это всегда является, практически всегда является положительным ответом. По крайней мере, очень заставляет нас задуматься о том, что происходит с этой сетью пиццерий, о которой мы сейчас говорим. Случайно ли или срежиссирована история с собакой Додо Боней именно в 2026 году? В том году, когда ежедневно происходят трагические события, связанные с детьми. Чтобы обратить внимание на пиццерию Додо и декларировать то, что она занимается организацией трафика детей для элит. То есть им всегда нужно донести до людей завуалированным образом то, что они этим занимаются. Это их почерк. Случайно ли или срежиссирована история с собакой Додо Боней именно в 2026 году, в том году, когда ежедневно происходят трагические события, связанные с детьми, чтобы обратить внимание на пиццерию Додо и декларировать, что она занимается организацией трафика детей для элит? Интересно, что здесь не просто декларация, что здесь говорится о том, что мужчина, который является управляющим звеном в Додо Пицце, все его прекрасно знаем с вами, он перейдет на какую-то новую ступень или совсем покинет эту сеть. Нам будут говорить, что он сеть покинул, а он поднимется выше. Постепенно, потихоньку, тихим сапом, рыцарь Пентаклей, он по пажу Пентаклей идет к чему-то новому. Он – это тот, кто владеет сейчас пиццерией Додо. Шестерка мечей – это уход куда-то, уход во что-то новое. То есть скоро мы услышим о том, что либо меняется владелец у Додо Пиццы, совсем скоро вы услышите, может быть, даже в этом году, либо то, что он оставляет свои полномочия и идет куда-то выше. Вот посмотрим, тогда вспомните расклад, пожалуйста. Почему именно в 2026 году появляется так много трагических новостей, связанных с детьми? Они есть всегда, согласитесь. Но именно с начала 2026 года это просто ежедневно. Ежедневно упоминается, что что-то где-то произошло с детьми. Я думаю, что если вы следите за новостями, вы отметили это. Почему именно в 2026 году появляется так много трагических новостей, связанных с детьми? Почему? Колесо фортуны. Обновить систему. Это уже выходило у нас, не само колесо фортуны выходило у нас сегодня, а выходило несколько раз, то, что нужно обновить систему, нужно перезапустить эту матрицу. Для того, чтобы перезапустить эту матрицу, нужны жертвы и нужен гавах, выделяемый от людей. А люди всегда его выделяют, когда это касается животных или детей. Вот сейчас происходит с животными у нас, с коровами. У нас есть шот-видео на канале, и это происходит с детьми ежедневно. С начала 2026 года. Именно в 2026 году необходимо перезапустить систему. Для того, чтобы ее перезапустить, нужны жертвы. Нужны люди, да.
Король мечей. Король мечей – система. Колесо фортуны – это тоже система. Вместе объединение – это система. Систему перезапустить необходимо. И для этого необходимы не просто жертвы, необходимы новости, постоянно появляющиеся в социальных сетях, чтобы люди это видели, и чтобы люди выделяли эту энергию страдания. Какие требования нужны тем, кто похищает детей? То есть возраст детей, пол, социальное положение, кто из детей находится в группе риска. Какие требования нужны тем, кто похищает детей? Возраст детей, пол, социальное положение, может быть что-то другое. Каких детей чаще всего похищают, грубо говоря? Возраст, пол, социальное положение, что-то еще. Если вы смотрели, еще раз упомяну Стивена Кинга, «Сияние» и «Доктор Сон», вот обязательно посмотрите. Если не смотрели, если любите больше читать, почитайте. Верховная жрица, начнем с нее, что-то еще. У тех детей, у которых есть какие-то способности, или их еще называли раньше дети индиго, у которых очень хорошо работает аджна чакра, такая фиолетовая чакра, которые могут насытить их своей энергией, магической энергией. Дети, которые имеют уникальные способности, о которых вы, родители, даже сами не подозреваете, может быть, творческий какой-то потенциал есть, может быть, дети особенно умные, или, может быть, дети особенно счастливые, или, может быть, дети особенно приближенные к Творцу, недавно родившиеся дети. Верховная жрица – это те дети, которые могут их насытить максимально, магически. Верховная жрица – это магия. Тройка чаш, возраст детей. Тройка чаш здесь девушки совершеннолетние, до совершеннолетия детей. Совершеннолетний возраст в эзотерике – 13 лет. Обратите внимание, что чаще всего похищают тех детей, кто до 13 лет. Пол не имеет значения в основном мужчин и женщин. Ну, то есть и девочек, и мальчиков, потому что здесь на карте и Луна есть, и Солнце. Солнце – это мужчина, Луна – это женщина. Эмоциональная Луна – это женщина, сознание рациональное, Солнце – это мужчина. Социальное положение, семерка мечей. И семерка мечей, вот интересно, что им больше удовольствия доставляет, когда они похищают детей, когда они их воруют, буквально из-под носа у родителей. То есть социальное положение, неважно, человек находится в семье, которая имеет какой-то статус определенный, или в неблагополучной семье, главное, что из-под носа увести, как говорится. То есть когда уводят у родителей из-под носа, это больше удовлетворения приносит похитителям. Как это ни странно, семерка мечей, увести из-под носа. И, конечно же, очень важно, чтобы у ребенка действительно был дом и родители, чтобы была семья, чтобы за ребенка переживали. Дети из детских домов, да, они тоже используются, как бы это ни звучало, но тем не менее им важна семья, потому что так будет больше, еще раз повторюсь, гаваха выделяться. Конечно же, самый главный вопрос – это как защитить своих детей, что поможет не попадать в руки преступников. Как родителям защитить своих детей и что им поможет не попадать в руки преступников. Как родителям прокачанные чакры. Друзья мои, я вам говорила уже это в своем телеграм-канале, заходите обязательно в мой телеграм-канал. Я там учу, как это делать. Если не умеете сами, приходите ко мне, я вас научу, как это сделать. Прокачать свои чакры. Особенно, чтобы правильно работала сердечная чакра. Потому что если сердечная чакра, анахата чакра работает неправильно, то значит человек может подвержен быть излишним эмоциям или наоборот совершенно неэмпатичным. Чакра – это энергоинформационные вихри. Это работа наших ментальных часиков, скажем так. Приходите ко мне, еще раз повторюсь, в телеграм-канал, я вам расскажу, объясню, как это сделать, чтобы ваши дети не попадали в руки преступников. Потому что каждый ребенок в группе риска находится, так или иначе. Все мы с вами сейчас замечаем одну тенденцию, что как только в информационном пространстве появляется новость о том, что исчез ребенок, первым, кто начинает поиски, это поисковые группы. Самые популярные на сегодняшний день – это Лиза Алерт и Сальвар. Они настолько масштабировались, что работают наравне с МЧС. У них есть дроны, они технически оснащены, что не может не говорить о том, что они кем-то финансируются. Все это отлично. Но в своих раскладах я уже не раз отмечала, что организации поисков порой вызывают логичные вопросы. Особенно, когда они ищут в одном и том же месте несколько суток, когда нужно было расширить зону поиска. Или будто их специально ведут не туда, как будто бы кто-то управляет ими сверху. Организациями я имею в виду. Отсюда возникает вопрос. Отряды Лизы Алерт и Сальвар, я сейчас не имею в виду обычных волонтеров, друзья мои. Я говорю о вышестоящем руководстве этих отрядов. Действительно выполняют задачу по поиску людей. Им важно найти человека живым. Поисковым отрядам, таким как Лиза Алерт и Сальвар, я не имею в виду обычных волонтеров. Им действительно важно найти человека живым. Важно. Карта сила. Карта сила, они еще от этого получают какие-то плюшки. Карта сила. Физическая сила, ментальная сила. Но это больше похоже на обычных волонтеров. Я сейчас не про обычных волонтеров говорю. Покажите мне вышестоящее руководство Лизы Алерт и Сальвар. Им действительно важно найти человека живым, вышестоящему руководству, я имею в виду. Волонтерам 100% да.
Но мы про волонтеров сейчас не говорим. Мы говорим про вышестоящее руководство. Девятка чаш – получать какие-то плюшки. От чего? От того, что вполне возможно увести людей куда-то не туда. Восьмерка мечей – это запутать ситуацию, обстоятельства, ситуацию, поиски таким образом, чтобы не увидеть реальных преступников. Восьмерка мечей. И мы от этого по девятке чаш получаем какие-то плюшки. Девятка чаш – это большие деньги, блага хорошие. А вот карта сила – это ментальная сила. Наша ментальная сила в том, что мы находим детей. Говорят обычные волонтеры. Про обычных волонтеров вообще ничего не говорю. Я говорю про вышестоящее руководство, которое, да, действительно, в какой-то степени может спутать дороги. Если им за это придет какая-то хорошая денежка, то есть здесь абсолютно точно да. Бывает ли так, что вышестоящее руководство отрядов Лизы Алерт и Сальвар, в данном случае возьмем именно эти два отряда, что вышестоящее руководство этих отрядов ведут свои отряды не туда специально, уводя от места преступления, чтобы скрыть определенные следы и вывести дело по нужному для себя сценарию? Бывает ли так? Да, дорога тяжелая, дорога нелегкая, идем не туда, куда надо. Человек сказал или человек приказал свыше. Восьмерка жезлов, идем куда-то не туда. Вот десятка жезлов, восьмерка жезлов, идем, а что делаем, сами не знаем, идем куда-то не туда. Потому что человек приказал, потому что человек сказал. Бывает и такое. То есть иногда действительно важно найти человека живым, вышестоящему руководству. Волонтерам всегда важно найти живым человека. Иногда важно повести по ложному следу, по тяжелому следу. Десятка жезлов – это тяжелая дорога. Идем, и все никак концы с концами не можем свести. А человек находится вообще в другом месте. Понимаете, да, о чем речь? Друзья, мы закончили расклад и четко увидели, что за всеми этими трагическими событиями стоит одна и та же система. Те, кто сверху управляет этим миром. Им нужны не просто дети, им нужна их чистая, наполненная страхом энергия. Для ритуалов, для власти, для вечной жизни. Они специально создают нищету, плодят маньяков-исполнителей, запускают отвлекающие новости, а потом сами же ищут пропавших людей через свои контролируемые поисковые отряды. Но самое страшное, пока мы молчим, это происходит. Это продолжается. Пока мы верим официальным версиям, дети продолжают исчезать. Это Таро-расследование – наш общий крик. Крик тех, кто больше не хочет отдавать своих детей системе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где больше информации о детях. Расследования, которые я не выкладываю на YouTube. Интересные новости, расклады на актуальные темы, помощь тем, у кого проблемы с низкой скоростью интернета. Общение со мной и моими подписчиками. Ставьте лайк этому видео для его продвижения. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите, что вы думаете об этом. С вами был канал Энергия Таро и я, Сабина. Всем пока.